Всем привет из Египта, с вами Виктория. И сегодня у нас в гостях очаровательные москвички Аня и Таня, которые прожили в Хургаде уже 15 лет. Вот приехали с Москвы и остались здесь жить. И вот они сейчас нам любезно предоставят информацию о своих переживаниях, как прошла адаптация, и вот о жизни в Египте, плюсы и минусы и так далее. Готовы? Смотрите, Аня, Москва, такой цивилизованный город, где есть музеи, где есть масса интересных мест, куда можно сходить с ребенком, вот, да, там у вас дети-подростки или просто самим. И тут Хургада, пустыня, море, другая культура, другая цивилизация. Вот какие страхи, что вас, какое напряжение вы испытывали и испытывали ли? Виктория, но основное напряжение было по поводу школы, безусловно, потому что дети учились в неплохой московской школе. Меня, конечно, волновал вопрос, как они продолжат образование здесь. Для этого был проведен некий скрининг, были просмотрены школы на тот момент, имеющиеся в Хургаде. Была выбрана школа, мы ее съездили, посмотрели, записались туда, перевели детей. Вот это было основное по образованию. Этот вопрос, как оказалось, легко решаем тут. Школой мы остались довольны в итоге, образование было на достаточно хорошем уровне по московской программе, слава богу, дети смогли адаптироваться. Это был основной мой страх, это образование. Ну, по поводу музеев, по поводу театров и так далее, я, наверное, отпустила немножко ситуацию, посчитав, что для моих детей хороший климат, пляжный сезон круглый год, фрукты, овощи на том этапе жизненном несколько важнее, чем культура, театры и какие-то там музеи. Потом всегда это можно было догнать на летние каникулы, когда мы приезжали летом в Москву с детьми-подростками. Слушайте, да, я согласна с вами, потому что когда приезжаешь в эту свободу, где можно в одних шлепанцах ходить круглый год и в одном платьице, ну, 3 платья, получается прекрасные овощи, фрукты, хорошая свежая рыбка, и у тебя как бы получается плюсы гораздо существеннее, чем там. Перевешивают минусы. Москва, она давит. Как в колесе Да, крутишься да. в Москве. Работа, офис, дом, метро, магазин. И все это по новой, из года в год, из года в год. Лег встал с Новым годом. Да, да. Но Здесь ты очевидно, замечаешь жизнь. очевидно, это жизнь всех больших мегаполисов. Да, Анна на самом деле человек очень позитивный и воспринимает все с самой всегда положительной стороны, и очень многое умеет отпускать, и я у нее этому учусь. Я наоборот. Мы купили здесь квартиру вот уже 15 лет назад. И представляете, там 13 или 14 лет мы готовились и не могли переехать. Поэтому все страхи, о которых вы спрашивали, это собрала я вместе со своим мужем. Да, мы боялись всего. Мы боялись потерять московскую работу и, естественно, московские доходы. Да? Когда ты приезжаешь сюда в отпуск, мы работали в фармацевтическом бизнесе, и Анна, и я, и мой муж в ведущих западных корпорациях и имели очень хорошие условия. И поэтому, когда стал вопрос о переезде, первый страх был, как мы будем там жить, на что мы будем там жить. Ну, сдадим мы квартиру в Москве, разве этих денег хватит? Но пока, когда ты приезжаешь сюда, погружаешься в атмосферу, понимаешь, что сколько стоит, где можно сэкономить, то эти вопросы, они понемножечку снимаются. Они утрясаются как бы, да. Да. Были страхи по поводу вот того, как вы правильно сказали, как здесь жить в этой деревеньке, в этой скукотище, тоске и так далее. Ну, я вам скажу, что да, немножко, конечно, здесь жизнь отличается, даже не немножко, а значительно отличается от жизни в большом городе, но, опять же, возвращаясь, плюсы перевешивают, как вы правильно сказали, минусы. Ну, начать, пожалуй, нужно с того, что наш переезд в Египет был абсолютно разным. Анна приехала сюда за 3 дня и осталась здесь резко. Я для того, чтобы переехать, потребовалось почти 10 лет. Почему так произошло? Ну, мы просто разные. Изначально мы разные во всем. По характеру, по своему мышлению, по структуре, по своей, наверное, жизненной метапрограмме разные люди. Хорошо, какие у вас страхи были? Вот приехала в другую страну, мусульманскую страну. Страхи тоже по-разному были, адаптация была по-разному. Учитывая, что я приехала методом погружения, приняв решение за 3 дня, извиняюсь, на такой волне какой-то эмоциональной, совершенно другой, чем Татьяна, у меня не было времени подумать о страхах, о переживаниях и все взвешивать. Виктория, один еще такой момент, который мы как-то упустили, забыли из разряда страхов, это здравоохранение. Наверное, меня это не коснулось в силу возраста, я приехала достаточно молодая и, как все молодые, не думала вообще о здравоохранении. Но люди с какого-то определенного возраста, мы начинаем задумываться об уровне здравоохранения, профилактике, каких-то услугах по диагностике.
Вот это такой момент, который стоит обсудить в Египте. Да, вот поскольку у нас медицинское образование, мы, например, точно понимаем, что как диагносты, как врачи, которые вовремя поймают или увидят какую-то проблему, египтяне не очень сильны. И надеяться на это достаточно легкомысленно. Вот если что-то случилось серьезное, Они спасут, откачают, помогут. спасут, откачают, помогут, абсолютно согласна. И уход здесь очень хороший, реабилитация после операции хорошая. Но вот так вот обратиться с какой-то проблемой и быть уверенным, что тебя хорошо обследуют, И правильно поставить диагноз. и правильно поставить диагноз, у нас такой уверенности нет. И это был большой страх. Ну, решение, вы спросите, какое? Решение – это купить хорошую страховку для того, чтобы попасть к хорошим врачам там, достаточно высокого уровня. Потому что общедоступные врачи – слабые с нашей точки зрения. Конечно, остались еще моменты, к которым сколько бы ты здесь ни прожил, ты не можешь адаптироваться. Ну, например, для меня чувствительно низкое качество услуг, любых, и косметических услуг, и просто бытовых услуг. Вызываешь электрика, Зато приходят быстро. ну вот Аня оптимистка, зато приходят быстро, но сделает так, что через месяц это опять все не работает. Вот тебе надо мебель доставить из магазина. В Москве ты бы ждала 30 дней доставку дивана, а здесь тебе привозят через 10 минут. Ну да, но только, конечно, когда затаскивают, обобьют один уголок, хорошо, если один, и обкорябают дверь, ну, а в общем, да, через 2-3 дня мебель Это у тебя те будет. минусы, которые уравновешивают плюсы. Постоянно плохой интернет, сколько бы ты ни платил, какие бы ты ни брал пакеты, интернет плохой Еще дорогой. и дорогой, да. Что еще? Ну, отсутствие ценников в магазинах. Как Ой, ты себя это чувствуешь? раздражает. Ни к этому привыкнуть нельзя. Потому что заходишь в магазин, и постоянно кажется, что из-за твоего белого лица тебе завышают цены и постоянно заставляют тебя торговаться. То есть такое напряжение постоянное. Ну и шопинг теряет свою прелесть, когда ты ходишь и не можешь выбрать, ты не понимаешь цены. Да, и продолжения еще товаров хороших нет. То есть очень ограниченный ассортимент всего. Косметики, одежды, обуви. Но к этому привыкаешь быстрее, чем к отсутствию ценников. Да, согласна. Из хорошего что, Татьяна? Ну, хорошего тоже много, потому что, как вы понимаете, мы здесь адаптировались по-разному. Анна быстро, я медленно, с трудом, но тем не менее сейчас мы чувствуем себя совершенно комфортно. Из хорошего что? Во-первых, арабы люди открытые, египтяне люди открытые, люди добрые, которые всегда тебе везде помогут. Просто на улице можно обратиться к кому угодно. Они любят детей. Ты приходишь с малышом в любой ресторан, в любое заведение, 30 минут тебе обеспечено. Пока весь персонал с ним не переиграет, ты можешь спокойно пить свой кофе. Так ведь? Ну и вообще они очень толерантны ко всему, ко всем национальностям, ко всем религиям, к любому цвету кожи. Здесь очень комфортно чувствует себя старшее поколение, которые в большинстве своем не говорят на иностранных языках, спокойно общаются, влились в эту среду, потому что египтяне постарались выучить максимум языков. Здесь говорят на русском, на английском, на немецком, На чешском, на чешском, на словацком. польском, на украинском. То есть очень комфортная языковая среда. И, конечно, да, когда ты в такой доброжелательной среде находишься, все остальное, то, что мы перечислили выше, оно постепенно сходит на нет. И ты просто расслабляешься и наслаждаешься этой природой, этим морем, лучшим морем в мире. И ты знаешь, Татьяна, я заметила, что-то бесит, раздражает, доходит Да. до какой-то точки кипения, ты возвращаешься в нашу страну по каким-то делам или в отпуск, и начинаешь понимать, что те минусы, которые здесь есть, они все равно недостаточно весомые, чтобы отказаться от жизни здесь. Да, я полностью согласна. Ура! Я прожила в Московской области аж 19 лет. И когда я приехала на отдых в Хургаду с ребенком, с одним чемоданом, я просто не вернулась. Я нашла здесь очень много плюсов, серьезных плюсов. И на какие-то минусы я просто научилась не обращать внимания. Очень люблю египтян за их отношение к детям, потому что я могу Маркуса оставить где угодно, если я занята. Я всегда знаю, что египетские мужчины присмотрят за ним, и Маркус не будет ни голодный, ни холодный, как говорится. Ну что ж, на сегодня все. С девочками мы еще обязательно встретимся в другой раз, поговорим на какие-то другие интересные темы. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках, потому что там очень много ценной информации. Пока-пока, до скорых встреч!